Привет-привет всем! И тема этого расклада – что вам суждено судьбой. И в этот раз вам никто не сможет помешать. Ну, это я так хотела бы. Но как покажут карты, мы с вами узнаем. Я вам буду показывать карты крупным планом, как обычно. Кипер или Норман – любимейшие карты всеми и четко говорящие. И все честно скажу, что в картах увижу. Сможет ли в этот раз вам кто-то помешать, как в прошлый раз? Или вы теперь unstoppable? Есть такое выражение unstoppable. Это, кстати, очень классное мотивационное выражение, что вам никто не сможет помешать. Но мы посмотрим, что было на дне колоды. Я уже улыбаюсь, хоть вы еще и не видели. О, это карта рыбы. Что в этот раз вы и заработаете и денег, и любовь будет, потому что рыбы отвечают за Венеру, Венера отвечает за удовольствие. Рыбы и деньги. Эта среда поддерживает вас, где вы можете заработать. А также ваш партнер для вас поддерживающая среда. Поэтому рыбы всегда приносят удачу. И это было на дне колоды. У меня утро, поэтому у меня еще голос не проснулся. Я сейчас буду смотреть для вас на Ленорман. Но вы можете выбрать и Кипер, если захотите, захочется вам. Потому что Кипер будет вторая колода. Всегда можно выбрать. Никогда не нужно чувствовать себя, что выбрать нельзя. Никогда. Всегда нужно знать, что выбор есть. И поэтому два расклада у меня часто. Второй Ленорман или вот так сегодня, как Ленорман и Кипер. Итак, я хотела бы узнать у карт относительно вас, того человека, который нажал сознательно, потому что вы взрослая, да? Который сознательно нажал посмотреть. Что вам суждено по судьбе? Что? Какая сфера жизни будет освещаться? И сможет ли вам кто-то помешать, как в прошлый раз? Или же вам больше никто не может помешать, потому что вы unstoppable, you are unstoppable, то есть вас нельзя остановить, потому что вы на пути к удаче, к счастью, вы знаете, куда вы идете. Вы взрослый человек, но я буду смотреть. Я просто настраиваю колоду, чтобы показала нам правду и привела к этой счастливой правде. А уж как колода покажет, ни вам, ни мне пока неизвестно наверняка точно. Я догадываюсь, но наверняка то, что выйдет, то выйдет. Итак, что же вам суждено? Вот что вам суждено, мои дорогие друзья. Это карта букет. Что означает Ленорман букет? Если вы мои гадания смотрели уже, это вам известно. Любовь. Первое, что означает любовь. Потому что это свидание, встречи, букетно-конфетный период. А у пары, которые суждены друг другу по судьбе, у них не заканчивается никогда букетно-конфетный период. Но они могут быть жить вместе, могут быть вы женаты и так далее. Но вот мужчина всегда в восторге от своей женщины. Так должно быть. И это карта букет. Что вам суждено по судьбе и что вообще никто не сможет отменить в вашей жизни, никто не сможет вас остановить, возникнуть между вами на пути и вашей целью. Это букет, это любовь, это страсть, да, это подарки, потому что вообще-то цветы всегда дарят, правда? Тем более вот это в букете цветы. 9 номер – это полноценный номер. В 9 номере есть все номера. Поэтому, когда мы получаем букет, это точно, что кто-то нас любит. Это точно, что кто-то нам признателен. Это точно, что кто-то хочет сказать, какое счастье, что ты есть в моей жизни. Если ваш вопрос был по здоровью, то букет – это восстановление силы. Так, знаете, когда ребенок рождается и дарит букет новороженице. Или же когда вы восстановились, и уже вам дарят букет, поздравляю, давай теперь на полную катушку живи. Букет – это прекрасное самочувствие, это, знаете, высокая энергетика счастья. Что суждено вам по судьбе? Был простой вопрос. И высокая энергетика счастья. Вот, пожалуйста. Высокая энергетика победы, высокая энергетика счастья. Вот это вам по судьбе. Это энергия удачи, это энергия «мне повезло». И да, никто не может остановить растение. Растение даже пробивает асфальт, бетон, горы. Растение
найдет путь. И это гибкость ума, женская гибкость ума. Вас никто не остановит. Все понятно теперь. Очень хороший расклад на Ленорман. Эта карта все означает. А теперь еще подсказки. Следующие карты, сколько нужно будет, сколько я почувствую, столько я буду брать. Следующие карты покажут, как этого достичь. Кстати, на дне колоды была карта «Ребенок». Что-то новое нужно делать, по-новому делать, если хотим другой результат. Итак. Вы сильнее, чем вы думаете. Не переживайте, потому что это карта всадник. Это встреча, но вместе с букетом это он придет на свидание. Этот раз разговор состоится, и он будет лучше, чем был раньше. Он придет с букетом, он придет с подарком, он придет вас обрадовать, и он соскучился. Это если касательно мужчины. Но всадник – это свидание. Скажите, пожалуйста, по этому раскладу, может ли что-то его остановить? Он на коне. А если мужчина на коне, то есть у него конь – это желание его. Если мужчина горит желанием, если он знает точно, что вы его судьба, его никто не остановит. Ни мама, ни бывшая, ни работа, ни плохое самочувствие, ни какие-то финансовые проблемы, что он не знает, что купить. Букет подарит, ну и что? Главное, что руки-ноги есть, заработаем. По карте всадник его вообще ничто не может остановить. В картах Ленорман всадник – это карта unstoppable. Вот именно это и она означает, то, что я сказала в начале. Дорогие мои, эти латинские слова, но теперь весь мир двухязычный. Если вы хотите в этом мире добиваться чего-то, вам тоже нужно стать двухязычным. Ну, вы не должны, ну, совет. Совет эзотерика. Всадник, он unstoppable, его нельзя остановить, потому что он мчится к вам. Да, у некоторых это новые мужчины, мои дорогие. У некоторых, у кого там пьет, бьет и так далее, к сожалению, жизнь ваша была тяжелая, это новый мужчина. Итак, какие советы дадут карты? Как нам больше информации получить, да? Ну, вообще, первые две карты, они крайне информативны, но мы тем более хотим больше информации получить. Почему нет? Правильно? Итак, что там еще есть у судьбы для вас? Ну, карта гроб, карта очень трудная. С одной стороны, эта карта неплохая, это ушедшие предки. По моим гаданиям, по моему методу, когда выходит карта гроб, это всегда ушедшие предки что-то хотят сказать. Я возьму две карты советы предков, но перед тем, как я возьму карты советы предков, я скажу, что это может быть мужчина болеет. Это может быть такое. Это может быть с мужчиной тяжелые отношения. Это может быть был разговор, но не состоялся. Вернее, разговор был, но он закончился ничем. Это подвисшая ситуация. Это когда у вас была возможность договориться, но стали между вами третьи лица, обстоятельства, финансовые проблемы, стали как фантомы, стали как скелеты из шкафа, стали как предатели какие-то. И разговор был тяжелый, подвис, не состоялся. Когда, в общем, и у него, и у вас были самые чистые намерения, потому что предыдущие две карты очень хорошие, но ничего не вышло. Потому что помешали, запугали, забили ему сознание пропагандой, тупыми какими-то выводами, сплетнями о вас. Понимаете, сплетнями земля, говорят, полнится. Сплетни – это бич нашего времени, потому что это порок, который остается в третьем измерении. Это порок, это грязь. Это значит говорить о другом то, чего на самом деле мы не знаем. Мы догадываемся, мы думаем, что мы знаем. Это наговоры, сплетни, которые убили наповал все его желания. Потому что он этим людям доверяет, они им манипулируют. Мужчина легко манипулировать. Он прямой, женщина гибкая. Да, вокруг него может обвиться, как такая, знаете, такое растение, которое соки сосет. Паразит, растение-паразит. У него в жизни есть кто-то, какое-то растение-паразит, которому выгодно, чтобы он думал о вас плохо. И вот это препятствие. Но я сейчас возьму хранитель рода, если это предки были. У меня всегда так, если как только гроб, крест выходит, сразу хранитель рода хотят что-то сказать. Итак, две карты, вот эти две, да. Хранитель рода говорит, не переживай, у тебя будет стабильность, и еще у тебя будет любовь. Вот вы понимаете, в чем дело, да? Кажется,
Такая карта сложная. Во времена Ленорман вот эту карту она предсказала декабристам, вот эту карту, русским декабристам. Поэтому у нас Ленорман такой знаменитый стал, потому что так и случилось. Он как декабрист, может, ему нужно на заработки где-то ехать на север, да? Может быть. Ну, поедете ли вы за ним, вот проблема, да? Но когда выходит гроб по новому методу, по моему методу, 21 век на дворе, да, это уже не время Ленорман. Мы знаем, что гроб– это ушедшее в мир иной. И что они говорят вам? Ты будешь любима, не волнуйся. Ты unstoppable. Вот это слово, я, наверное, его помещу в тайтл. Потому что оно вышло мне в духе. Unstoppable – это стоп, это остановить. Un – не остановить. Вас как пару не остановить. Духи рода говорят, ничего у них не получится. У этих, кто сплетни распускает, у этих, кто хочет вам помешать, у них ничего не получится. Потому что ваша пара, она будет вместе. Стабильность. Якорь – это он бросил якорь. Вашу пару не остановить, вашу любовь не отменить. Потому что глубоко внутри и он, и вы знаете, что вы суждены друг от друга. И он, и вы знаете, что это судьба. Что якорь – это судьба, да, как бы мужчина не хорохорился, как бы он там не горцевал, ему все равно нужно бросить якорь, иначе он рано умрет. Кстати, гроб об этом, о птичках, да. Потому что по статистике холостяки умирают на 10-15 лет раньше. Ну, диета плохая, больше за бутылкой, потому что одни, понимаете, опущены, нет организации, нет собранности. И это статистика, мои дорогие. Это мы с вами не придумали. Ну, вот видите, что говорят предки. Ему нужно прислушаться к зову предков. Кстати, вот Квантово, он же все равно расклад чувствует, что вы смотрите. И он квантово разговаривает с его предками. Что такое квантово? Сон приснился, чувство возникло. Делаю, не знаю почему. Это предки руководят руками, ногами и головой. Наконец-то, знаете, лучше, когда его головой начнут руководить его предки, чем его бывшая, его мама. Или его дочь, или сын, которые вымогатели. Сейчас в мире так тяжело, потому что недвижимость такая дорогая. Динамика в семьях еще стала хуже из-за недвижимости, наследства и так далее. Это во всем мире есть, во всем мире. Потому что нас много, 8 миллиардов почти. Очень мощный расклад, мои дорогие. Вы обнаружите, что да, все не так плохо, не так, как вы думали плохо. На дне колоды. Если на дно колоды посмотрел предсказатель, это имеет место быть, не посмотрел – нет. Дело все в том, что закон жанра, кто взял карту, тот ее имеет право читать. Опытный такой, как я, или начинающий, неважно. Тот, кто взял карту, тот имеет право читать. Потому что, когда мне пишут, я это вижу в картах, ну, это хорошо, для себя видите. Для себя вы можете видеть что-то другое. Но на общий тот, кто взял карту только. Там часы были, часы с кукушкой. Время пришло. Кстати, это может быть или немец, или наш, потому что в немецкой традиции тоже часы с кукушкой, оказывается, это тоже немецкая традиция, не только наша. Ну ладно, давайте еще смотреть. Что еще скажет Ленорман, какой совет даст? Это вы в пеньюаре, красавица. Умница, вы смотрите в окно, из окна идет свет на вас. Видите, из окна освещает вас, ваше лицо. Вы высматриваете, выискиваете его, вы выискиваете обстоятельства. Но он знает, как нажать на нужные кнопки, потому что вы его любите. У вас, может быть, есть и любовь, и ненависть, но любовь точно есть. Это ваш портрет, мои дорогие. Так что расклад очень правдивый для вас. Окей, раз вышла карта вопрошающего, 29-я карта – это двойка, 2 плюс 9 будет 11, 11 – это сложное число, 1 плюс 1 будет 2, двойка. Вы понимаете намек, что вы в паре обязательно. И раз вышла ваша карта, карта вопрошающий, тот, кто смотрит сейчас, тот для меня и главный человек, я хочу посмотреть, что именно, какой совет даст вам Ленорман. Гора. Вы знаете, с одной стороны, гора – это стабильность. Высшие силы говорят,
будь верна себе. Не нужно больше, потому что раньше мужчина вас постоянно дергал то в одну, то в другую сторону. И вы зависели от его настроения, от его, может быть, экономически зависели, от его эмоций. Но сейчас гора это своя скала. Стойте на своем, держите своей правды. Гора – это очень хорошая карта в этом случае. Вы на нее смотрите, и вы, когда его ждете, да, вы все равно занимаетесь своей жизнью, вы себе говорите: да ладно, придет, не придет, неважно, но он придет. Там был и букет, и все, и всадник. Всадник среди 36 карт, кстати, в этой колоде больше, чем 36, потому что это Expanded Edition, там больше, чем 36. И вышел всадник, так что встреча будет, но вам нужно держаться своего. Иметь стержень в этот раз, потому что он у вас есть от природы, но вы его не использовали, вы постоянно шли у него на поводу. Ну, потому что это достойно, если вы посвятили друг другу жизнь, и вы его любите. Конечно, хочется угодить. Любимым мы угождаем, но теперь вы понимаете, что это его испортило, это сделало из него такого ниди, человека, который пользуется. Поэтому гора говорит: держись своего, стой на своей скале, держись своего. И вы unstoppable. Вообще, когда гора выходит, это и есть, вас не сдвинешь. Гору можно сдвинуть, скажите, пожалуйста. То, что вам суждено по судьбе, то и будет, вас не сдвинешь. А что суждено по судьбе, я просуммирую. Любовь, стабильность. Кстати, это могут быть хорошие деньги, хорошая зарплата, хороший income. То есть зарплата, да, это хорошая работа. Всадник, встречи. Любовь, радость, это радости, высокая энергетика радости. Но гроб показал, что предки советуют. В общем-то, на мой взгляд, разговор с Ленорман был очень исчерпывающим. Так что я довольна. Мне кажется, было четко все и по делу. Напишите в комментариях, как вам. Вообще-то каждый человек свое слышит. Так что если кто-то пишет в комментариях то или другое, знайте, что это просто это субъективно. Любой человек мир видит субъективно. Вот, а карты очень объективны. Итак, я взяла Кипер. Кто не знает, Кипер – похожая система, тоже историческая, которая доказала себя временем, и она немецкая. То есть, смотрите, на дне колоды какое-то общество. Это ваша семья. Семья. Кипер – немецкая точность. Вот они говорят четко, прямо, там такие метафоры все очень простые, там не нужно интерпретировать как, знаете, романтически по-французски. Ленорман, он такой, он очень, очень эмоциональный. Кипер не эмоциональный, там matter of fact, там четкие факты и больше ничего. Итак, мы хотим знать факты. В этой колоде у нас не 28 и 29 карты господ. Карты господ здесь первая и вторая. Мужчина – первая карта, ну, он как идет от слова «солнце», то есть активный, а женщина – вторая карта, от слова «луна», то есть умная. Вот, поэтому здесь так. Я хочу узнать, что вам суждено, и сможет ли кто-то вас остановить, или вы unstoppable. Сегодня новое слово для кого-то, но для кого-то нет, неважно. Или вас никто не сможет остановить. Итак, первая карта. Вы не поверите своим глазам и ушам. Но карты всегда удивляют, они потрясающие. Кто-то посмотрел, вчера я делала эфир, кто-то посмотрел мой эфир фрагментами и пишет: а почему вы не показывали, как карты брали? Ну что я могу на это ответить? Если есть доказательства, мое видео, где я все беру при вас. Ну, человек просто перегонял, потом мне гадость написал. При вас беру, как обычно, и что вы, дорогие мои, видите? Это вы, ваш портрет, ваш двойник, правильно. Помните, мы говорили о том, что можно послать в карту вопрошающего своего двойника. Это не опасно, потому что двойник – это не вы, это ваша копия, чтобы получить информацию. Это то, что теперь делает Цукерман очень негативно со своими очками, но это всегда было. Он взял метафизику, он занимается метафизикой, и он оттуда взял вот эту идею двойников. Но он от сатаны, конечно, да. Но я уже про двойников говорю давно.
Когда мы идем в общее пространство, нельзя из себя выходить. Есть русское выражение «я вышла из себя». Нельзя, дорогие мои. Нужно просто двойника. Я говорю с соседкой, если я выйду из себя, буду с ней говорить, я обижусь там или что-то, подумаю, у меня там акцент или еще что-то. Но если я двойника пошлю, я никогда не обижусь. Я никогда не отвлекаюсь. Это ваш двойник, мои дорогие. Шикарно, шикарно. Расклад будет для вас четко. Вы вышли сами. Кстати, у Ленорман же тоже вы вышли. 29-я карта женщины. А что ожидает вас, как госпожу, на дне колоды, мои дорогие? Да, да, то, что вы подумали. Ни больше и не меньше. Это как колесо фортуны, 10-я карта в старших арканах Таро. И здесь написано great, грандиозная, great fortune, грандиозная удача. Вот что ожидает вас, госпожу. Скажите, у человека, который такая грандиозная удача, у которого есть и деньги, и любовь, и все хорошо складывается, такого человека можно остановить? Нет, потому что настрой на удачу. У вас будет настрой на удачу, и вас не остановишь. Потому что вам уже надоело влияние этих третьих лиц. Просто надоело. Надоело, что кто-то постоянно нажимает на эти кнопки. Вы уже просто истощились. Да. Сейчас некоторые из вас чувствуют себя, как будто вы в тюрьме. Закрыты границы, может быть. На работе сложная обстановка. Многие из нас дома, как в тюрьме. По статистике, самые серьезные преступления делаются в семье. Семья – это часто кладбище сердец. Ну, это почти всегда, потому что в семье люди ближе всего друг к другу и наступают друг другу на ненужные кнопки. Вас ни один раз унижали в семье, ни один раз пользовались, ни один раз пользовались вашей добротой и любовью. Вот, пожалуйста, вы нашли себя как в тюрьме. Понимаете? Тоже дно колоды, раз посмотрела, покажу. Но будут деньги. И здесь написано «неожиданные деньги». Unexpected, неожиданные. Я не учу вас по-английски говорить, просто так на карте написано. Итак, вообще никому не учу никого. Итак, что же для госпожи хочет сказать Кипер? В чем вас нельзя остановить? Никто не сможет вас остановить. В чем? В какой сфере жизни? Это сфера любови или другая сфера? Карта ребенок. Может, вас ребенок хочет остановить, ваш ребенок. Если он уже подросток или ему больше, чем он зачат, он все время хочет вас остановить. Потому что ребенок – это наше будущее, но они идут вперед, они хотят остановить свое прошлое. Мы их посылаем в будущее, и мы не становимся прошлым для себя. Многие мамочки становятся прошлым, потому что для детей мы всегда их прошлое. И если мы слишком вкладываемся в детей, внуков, мы в прошлом, поэтому и стареют раньше и так далее. Своих амбиций нет, ноль. Вкладываемся в детей. Дети – это наше будущее, это вообще будущее. Чтобы не стать их прошлым, чтобы не стать своим прошлым, нужно забыть о том, что ребенок – это… То есть, да, ребенок номер один, но наша жизнь, она идет сама по себе. Может быть, вами руководит дочь, сын, управляют вами. Теперь вообще, как я уже сказала, это может быть касаться наследства. В мире сумасшедший дом. Людей сильно много, мест на земле, где более-менее можно жить, очень мало. Заметьте, более-менее, но идеального ничего нет. И поэтому, к сожалению, многие дети ждут, когда родители умрут и дадут им жилье. Это ужасно. Это в Канаде полно такого. Как у вас, напишите в комментариях. Мир сошел с ума, да, потому что мир сейчас в страхе. В 4-е измерение перейти трудно. Это измерение, когда невидимое станет понятным нам. То есть напоминаю вам, что такое 4-е измерение. И люди в панике, потому что очень много людей и боятся, что всем не хватит. Ну да, дешевой еды, может, хватит, но вот не хватит просто жилья. Итак, что там будет, что там будут? Перемены для госпожи. Новые перемены для вас. Перемены. Это карта, когда Вселенная говорит, у тебя получится.
Вот эта карта выигрыш. Выигрыш сражения за свою жизнь, сражение, не нужно кому доказывать, что вы правы. Вы правы, это все знают. Главное в себе, веру в себя не потерять. Потому что написано на этой карте high, высокая, honor, доблесть. Это когда пушки дают салют, не потому, что вы там на поле боя, что это раньше было, это все было в предыдущие века. Третье измерение неинтересно, агрессия неинтересно. Нет. Это когда пушки дают салют, что ты молодец, ты продвинулась и, в общем, молодец, потому что не за счет других, а использовала свои фишки. Как мало из нас, девочек, пользуются своими фишками? К сожалению, очень мало. В основном все хотят быть похожи на кого-то, кто состоялся в жизни. Ой, извините, упала карта. Это карта вора. Кто-то ворует вашу энергию. Кто-то хочет вас остановить. Кто-то вами пользуется. Кто-то поставил целью своей жизни разрушить ваши планы. Это третье лицо, это обстоятельства. Кто-то, кому-то это выгодно. Кто-то поставил целью своей жизни разрушить ваши планы. Может, какие-то юридические моменты, опять же, за наследство, может быть, или на работе какие-то юридические моменты. Подклад получился, вас обвинили. Или вы дали рациональное предложение, а воспользовался начальник, выдал за свое. Ну как? У вас давление может подскочить, вы можете просто... Это очень вредно для здоровья, когда другие нами пользуются. Это очень обидно. Вас использовали. И здесь вы просто вы жертва обстоятельств. Может быть, с мужчиной не лады, и вы просто жертва обстоятельств. Так, что еще скажет Кипер? Ну, смотрите, или это вы, или мужчина. Ну, кому-то очень тяжело сейчас. Это может быть вам тяжело, вы работаете над отношениями, вы работаете, чтобы в семье был хлеб на столе. Вы, может быть, главное, вы, может быть, зарабатываете больше, чем мужчина. Это нагрузка, это домашняя нагрузка бытовая, это нагрузка на работе, потому что на вас едут или домашние, или на работе. Кто-то свесил ножки и едет на вас. Кто-то пользуется вашим доверием, кто-то сплетничает, кто-то пользуется вами. Кому-то это выгодно, но это может быть как мужчина, так и другой человек в вашей жизни. Кто-то хочет выиграть момент, чтобы вас вот подловить, когда вы устали, и взять у вас то, чего вы не хотите им дать. Будет любовь в любом случае. Будет встреча, это карта влюбленная. Это карта любви. Будет встреча, будет любовь, будет признание. Он поймет, он догадается, кто есть кто. Он поймет, что это вы. Он поймет, что только вы к нему относились как к человеку. Остальные просто его то в другую, то одну, то в другую сторону, как им выгодно. Только вы, у вас не испорченное сознание, только вы умеете любить. Он это поймет, он догадается, он уже догадался, но он недогадливый, взяло много времени у него. Вас остановить нельзя, потому что есть любовь. Знаете, как написано у апостола Павла, это единственное, что на земле нельзя остановить, это любовь, потому что благодаря любви вообще жизнь на земле продолжается, благодаря любви во всех ее проявлениях. И потому что между вами есть любовь, вас остановить нельзя. Вы с ним пара, вас никто не остановит. Нет преград, потому что есть любовь у вас. Что-то на дне колоды было. Пожалуйста, мои дорогие, будьте любезны, получите. Письмо «Влюбленные и госпожа». Что вас ожидает? Будет ли встреча? Да. И этот раз, может быть, получится договориться. Почему я так говорю? Потому что вероятность огромная. Конечно, у кого-то в меньшей степени, у кого-то больше, вы понимаете сами. Но возможность договориться будет огромная. И перевести отношения на новый уровень, потому что влюбленные – это переход отношений на новый уровень. Такая возможность будет огромнейшая, поскольку письмо – это бумаги ценные, это его
послание, это встреча, это разговор, это любовь, продолжение отношений. Но это новый уровень. Все больше не будет, как было. Это новый уровень отношений, мои дорогие. Вот это то, что будет. И действительно вас не остановить в этом. Потому что в этот раз вы не будете больше доверять тем сплетням, не будете больше доверять людям, кому было выгодно вас поссорить. Все. Понимаете? Я с удовольствием для вас работаю. Для меня огромная честь и радость. Если не жалко, поставьте пальчик вверх, пожалуйста. Так. Если не жалко, подписывайтесь. Вы подписываетесь на мою работу, а не на меня. А я буду с нетерпением ждать нашей будущей встречи. Кто не знает, Лена, Ванкувер, Канада. Обнимашки. Я раньше как-то, вот я на YouTube 16-го года, очень давно, я раньше как-то стеснялась сказать, откуда я. Потому что люди, знаете, могут подумать, что она что-то хочет этим сказать. А теперь поняла, почему мне стесняться? Это откуда я, и так меня можно запомнить, поэтому я это говорю. Вы уж не обессудьте, мои дорогие. Люблю, обожаю, обнимашки. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Я знаю, что в записи или же на эфир пришли, вы обязательно получите самые главные подсказки. И если вы, мои дорогие, пришли на эфир, я хочу на секундочку задержаться, прочитать ваши записи и сказать вам, что я вас просто очень люблю. Очень люблю вас. И еще хочу сказать огромное спасибо, кто посылал донаты, кто говорил добрые слова, потому что мне нужно сказать спасибо. Вы уж не обижайтесь, пожалуйста. Вот, Наташа посылала донат, огромное спасибо. Вы не должны этого делать ни в коем случае. Галина посылала огромное спасибо. GR, нет, OR, да? OR. Огромное спасибо вам. Ирина посылала донат. Ух ты. Виктория, огромное спасибо, дорогие. Дэн Фен, огромное спасибо. Огромное спасибо за добрые слова в мой адрес. Кто меня не знает, может, кое-что хочет спросить. Я одну секунду побуду с вами. Ну, расклад все показал, правда, очень четко показал. Может, по раскладу есть вопрос? Спасибо, мои дорогие. Я вас тоже обожаю, люблю. И до новых встреч. Если вам нравятся эфиры, конечно, я буду продолжать делать эфиры как можно чаще. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока и огромное спасибо всем.